Среди всей галереи врагов Бэтмена мне всегда очень нравился Двуликий, потому что, с одной стороны, это безумно угарный персонаж, то есть у тебя было все: карьера, ты успешный юрист, решаешь дела, и все, что нужно было, чтобы ты стал суперзлодеем, помешанным психопатом, который начал ограблять банки, что тебе один раз прыснули ядом в лицо. Какой-то самообман в этом всем чувствуется, как будто бы чувак на ходу придумал, из-за чего он совершает преступление. Это все залупа, это все фейк-щит. С другой же стороны, Двуликий очень глубокий и многогранный персонаж, которого при правильном подходе можно раскрыть с небывалой для комиксов серьезной стороны. И в этом году DC наконец-то решились это сделать. Привет, я Лосяш, и ща побазарим про то, почему Двуликий не злодей, и какой же вышла его одноименная лимитка. This is a certified hood classic, Trapaholics Mixtapes. Комикс начинается с дико интересного момента. Харви Дент, который спрятал где-то в подсознании глубоко свою темную вот эту вот личину, работает судьей в подпольном Готэме. Но суд этот вряд ли можно назвать обычным. Он работает в криминальной сфере и разрешает какие-то проблемы, вопросы между мафиозными кланами. Там, кто мазу держит, кто там положняк не выполнил, кто зашкварился и так далее. Чтобы они не стреляли просто друг друга, а каким-то более цивилизованным образом выясняли проблемы. И в первом же своем деле Дент выступает адвокатом Виктора Заза. Если что, тот маньяк, который если кого-то ёбнет, потом себе засечку на теле оставляет, ну такой поехавший чувак. Он на движениях там, мы двигаемся там, понял? И защищает он его от обвинения в убийстве. То есть чувак, который скорее всего это совершил, он всегда это делал, в этот раз невиновен. Дент в лучших традициях такой адвокатской драмы, детективных фильмов выступает в суде с пламенной речью. Двуликий вроде бы уже хочет отказаться от его помощи, берет заложники свидетеля, который даже на его стороне. Но Дент начинает кучеряво базарить, разрешает проблему, Заз реально невиновен, и все хорошо. Это мега крутой первый выпуск, который реально заставил меня читать следующие номера и ждать чего-то крутого от серии. При том, что изначально у меня каких-то надежд на серию не было, потому что ее пишет Кристиан Ворд, бывший художник, а вот в недавнее время начал себя пробовать в роли сценариста. И, как правило, получалось это у него не очень. То есть, конечно, рисует он мега круто, детально, у него такой акварельный стилек, если можно его так назвать. И в комиксах своих по типу Аквамена, по типу Бэтмена City of Madness он выдавал прям что-то невероятное на страницах, на панелях. Короче, нормально по вашим кумирам прошелся, короче, типа. Однако его сценарий он все-таки оставлял желать лучшего. То есть это был не уровень современной индустрии, и очень много деталей именно сюжета хромало. Однако по итогу общее впечатление все равно сглаживалось хорошим рисунком. И возвращаясь опять к Двуликому, в этом плане комикс безумно просасывает, потому что рисует его Фабио Верас, довольно ноунейм художник, и по сравнению с тем, что я обычно привык видеть в работах Кристиана Ворда, когда он сам себя рисовал, красил, насколько помню, это просто смешно видеть. Типа рисунок не ужасный, нет, он читабельный, там нормально более-менее с анатомией, с задниками, но он просто не цепляет. Максимально какой-то стоковый, серый, дженериковый вайп остается, все равно, что нейросеть бы рисунок нагенерировала. Ну, типа, нормально, для чтения пойдет, но он не радует глаз, он не дает чего-то дополнительно, не привносит в историю новых красок. Нет, он просто, ну, есть вот такой вот рисунок. Хотя история сама давала море возможностей, интересно, когда подойти к рисовке персонажа, его образу. Там, например, показать дуальность мира Двуликого, что у него в голове происходит, насколько он там реально поделен на две части, что с одной стороны у него там все строго, официально, понятные, четкие линии, с другой стороны какой-то хаос абстрактный происходит и так далее. Круто можно было со всем этим поиграться, но, к сожалению, художник этого не сделал. И, к глубокому сожалению, примерно то же самое я могу сказать и о сценарной части комикса. То есть, насколько на похуй, без идей подошел Фабио Верас к рисунку, настолько же Кристиан Ворд как будто бы не пытался дать чего-то нового персонажу. Типа, с одной стороны, если для вас это первый комикс, где увидеть такой подробный разбор Двуликого, это может быть необычно. Там раскрывается как раз таки внутренний мир, что Двуликий пытается вырваться из тела Харви Дента и завладеть контролем, а Харви все это держит внутри, и у него в один момент не получается, Двуликий вырывается, но ему помогают друзья. Но для любого человека, который читал больше одного сюжета про Двуликого, это настолько примитивная, поверхностная какая-то интерпретация персонажа, потому что ее показывали уже сотни раз. Это все равно, что сейчас бы в трилогии новой с Томом Холландом Человека-паука взяли бы вот сюжет тот же самый, что у Сэма Рэйми был, ничего там бы не добавляли, не меняли, ни Мстители, ни там более молодую тетю Мэй, не меняли бы даже актера, просто кадр в кадр бы пересняли и пустили в кинотеатры. Вот настолько же заезженным, всеми перетасканным ощущается образ Двуликого в этом комиксе. Нахуй. И ладно бы Кристиан Ворд взял какие-то заезженные тропы, но из них бы родил новую идею, что-то новое в них привнес, чтобы получился совершенно другой там финал хотя бы. Всегда есть, да, этот момент, что Двуликий и Дент, они внутри головы соперничают, соревнуются, кто захватит тело. Но, например, бы в 4 номере оказалось, что Двуликий нормальный тип, который хочет помогать людям. Пускай там не совсем легально в этих подпольных судах, но все равно хочет нести добро. А Дент, наоборот, мудаком конченым бы оказался, то что он, наоборот, гадости хочет делать. Никому не хочет помогать. Просто мудила вот в стиле
переживет второй, и это не то, о ком вы могли подумать изначально. Такой небольшой твист. Это было бы уже интересно и ново. Но вот ту сюжетную канву, которую Word выдал в этой лимитке, я видел год назад буквально в серии Detective Comics в дополнительных историях от Рама Ви, где тоже двуликий, Дент владеет телом, но там внутри его темное альтер-эго что-то замышляет. В один момент он ради спасения там жизни отдает ему контроль, и в финале все заканчивается тем, что как бы да, рядом с ним близкие люди, но вот двуликий теперь снова в его теле, он может им управлять отчасти, грустно, он все равно злодей. Но при этом еще у Рама Ви, во-первых, был более прикольный рисунок, во-вторых, была подвязка к главной своей истории про Бэтмена, то есть это были просто доп. Какие-то страницы в конце каждого номера, не целая лимитка, не целый большой сюжет под это, нет, просто ответвление от основной истории, которая в конце была просто создана, чтобы притаиниться к глобальному там замесу, который был Бэтмена с тайными силами, рассказывал на канале, можете где-то тут по подсказке найти. Так еще и Рам Ви, как более опытный сценарист, в отличие от Ворда, умело прописывал диалоги, так что была какая-то постоянно драма, натянутая между героями, более классно выстраивал сцены, там в плане каких-то панелей, как они должны следовать друг за другом. Вообще, в целом, вот как тебе раскадровка? Тебе нормально такая скорость? Демонстрировал Харви Дента с более крутой, интересной, прикольной стороны. И вот здесь мы как раз подходим к главной моей претензии, к лимитке двуликий. Короче, там эксклюзивы, подкасты, Печень Лось Плюс. Двуликий, как я вначале сказал, не злодей. Нет, в этом комиксе он не злодей. Он просто кусок говна. Вот просто безинтересный, безэмоциональный, бездействующий кусок дерьма, про которого я ничего не хочу читать, которого я просто не хочу видеть даже на страницах. Это главная трагедия для такого сольного комикса про злодея, который должен, наоборот, заставить меня сопереживать, сочувствовать, как-то влюбить себя в персонажа. Но нет, он этого сделать не смог. Я не хочу больше видеть Харви Дента на странице комикса следующие лет 10. То, что он меня заебал своим повторяющейся вот этой вот сюжетной аркой, своим образом, своим появлением. Хотя бы дизайн бы ему новый придумали, чтобы он был не бело-черный, а отсылаясь к классике оранжево-фиолетовый, ну хотя бы что-нибудь. Я бы что угодно принял, но когда комикс буквально дублирует то, что было год назад, и делает это хуже, такое себе. И тем не менее, я все равно кидаю Кристиану Ворду респект и желаю удачи в своих начинаниях как сценариста. Я знаю, что он посмотрит этот ролик и учтет. Ему будет приятно услышать от меня такие слова, потому что, ну, первый блин бывает комом. Пока рано. Ты сам поймешь, когда время. У него не все работы настолько плохие. И если это будет ваш первый комикс про Двуликого, такой подробный, детальный, с раскрытием его как героя, вы, может быть, даже кайфанете. Так что в целом все не так критично, как я подал. Просто мид. Середняк абсолютный, который можно прочитать, можно не читать и забыть. И вот спустя уже год с начала сезона про DC я могу сказать, что это, в принципе, проблема их современных комиксов. Особенно те, которые вот последний год выходили. Все, что они запускают, оно неплохо. Там нет откровенно каких-то слабых, бездарных работ. Нет. Но оно и не хорошо. Оно просто никак. Оно не останется в аналах индустрии. Просто, ну, типа, вышло и вышло. Но, возможно, именно ты знаешь крутой комикс, который сейчас выходит у DC, крутую серию, которая случайно обошел страной, и по которую я мог бы снять, наоборот, хвалебный ролик и рассказать о ней на этом канале. Напишу я в комментариях. Еще поставь лайк, подпишись на канал, подпишись на телеграм-канал Печень Лося. Спасибо за внимание, до встречи через неделю или две, как пойдет. Пока.